Мы с вами на канале CodeFocus, и сейчас мы с вами узнаем, как сэкономить время на сжатии изображений. Сжимать изображение мы будем при помощи Gulp. Вот представьте, у вас есть 500 фоток, или даже 100, или 50. Можно, конечно, каждую фотку сжимать в фотошопе отдельно, при экспорте из макета, но это очень долго. Представьте ситуацию. Заказчик вам говорит: «О, мой сайт такой медленный, хочу, чтобы он работал быстрее. Мне там брат, сват, тетя Мотя сказали, что мои картинки размером с целую планету». Конечно же, вы можете потратить 4 часа, делая все это руками в фотошопе, но Gulp поможет сэкономить нам время. Давайте начнем. Для начала мы найдем плагин, который нам поможет сжимать изображение. Мой любимый плагин – это Gulp Image Min. Перейдем к документации. Откроем наш с вами предыдущий проект. Здесь я подготовила для вас папочку с изображениями. У нас 5 картинок JPEG формата. Вот. Далее нам нужно установить наш плагин. Проверяем, записался ли он в Package.json. Да, в Package.json у нас есть Gulp и Gulp Image Min. Замечательно. Переходим к документации дальше. Документация нам предлагает Basic Usage или стандартное решение. Самое простое решение для настройки этого плагина. Давайте вставим и посмотрим. У нас объявляется Gulp, объявляется Image Min. Дефолтная функция, которая говорит: возьми изображение из папки src images, но у нас папка просто images. Точка слэш означает, что текущее место. Изображение у нас JPEG. Звездочка означает все. Дописываем JPEG. Используем ImageMin. И возвращаем наше изображение, уже сжатое, в папочку Dist Images. Давайте для более понятного назовем Images Compress. Прекрасно. Далее документация нам подсказывает опции. Поскольку у нас JPEG, мы воспользуемся только опцией для JPEG. Давайте вот так вот скопируем. И вот это мы удалим. Понятно, да? Берем все изображения в папочке Images и засовываем после сжатия их в папочку Images Compress. Теперь нам нужно функцию вызвать. Называется она Default. Мы можем написать Gulp Default, либо просто написать Gulp, потому что по умолчанию Gulp выполняет функцию Default. Так, где-то у нас тут ошибочка. Мы можем изначально проверить просто, отработает ли у нас сам ImageMin. А вот и ошибочка, у нас скобка была не закрыта. Ну, давайте просто посмотрим сначала. Функция отработала, папочка Images Compress появилась. Сейчас мы попробуем добавить функцию для JPEG. Прекрасно. Изображения у нас обновились, потому что она переписала. Смотрите, как прикольно. Названия у нас остались прежними.
Но Gulp нам написал couldn't load plugin. Очевидно, мы где-то допустили ошибку. Давайте вернемся к документации. А вот и наша ошибка. Сохраняем. Давайте откроем новый терминал и напишем Gulp Default. Здесь он нам написал: начало, сжато 4 файла, сэкономлено 222 килобайта. Это 12,5, почти 12,5%. И все это сделано за 327 миллисекунд. Вы понимаете? Вы можете поставить минификацию и пойти пить кофе. Жизнь становится ярче.